Какое самое правильное и качественное масло для двигателей BMW? Большое количество людей пользуется маслом таким как Liqui-Moly. На втором месте у нас Motul. И на третьем месте у нас BMW Original Twin Power Turbo. Под одним из моих видео достаточно часто люди задают вопрос, какое масло в двигатель я заливаю. Мотор у меня М57, 3-литровый дизель. Масло заливаю по Motul Specific LL04 5W40. По объему ровно 8 литров заходит в этот двигатель. И на щупе у нас пару миллиметров остается до максимальной отметки. От минимума до максимума у нас ровно 1 литр. Пишите марку масла и вязкость с температурным режимом. По итогам комментариев мы сможем сделать уже выводы, какое масло у нас пользуется больше спросом, какое меньше, поскольку мнение большинства всегда немаловажно. Еще один из вопросов, который беспокоит зрителей моего канала, это почему я рекомендую проверять масло в двигателе до момента первого запуска. Смотрите, проверять уровень масла в двигателе лучше всего до момента первого запуска двигателя, потому что все масло с двигателя у нас максимально сливается в поддон. При таком замере будет самый объективный показатель уровня масла. И еще один из вопросов, который задается достаточно часто, это почему нужно проверять уровень масла со второго раза. Сейчас я наглядно вам покажу. Смотрите, двигатель еще не запускался. Это замер до момента запуска двигателя. Достаем масляный щуп и смотрим показатель. И как мы видим, он полностью в масле. Данный замер неправильный и не объективный. Убираем излишки масла с нашего индикатора. Излишки масла мы убрали со щупа. Щуп у нас чистый. Устанавливаем индикатор щупа в посадочное место и снова проверяем уровень масла. И смотрим уровень масла со второго раза. Теперь у нас показатель объективный. До максимальной отметки у нас ровно 2 мм. Данный замер масла в двигателе является самым правильным. И еще один достаточно частый вопрос, который задают зрители канала, это какой вязкости и температурного режима стоит использовать масло для двигателя. Или какое масло использую я. Смотрите, я использую масло с вязкостью 5W40. Таблицу я предоставлю, добавлю здесь. Ее можно рассмотреть для наглядности. Данное масло является широко диапазонным. Его можно применять как зимой, так и летом. Я применяю данное масло круглый год. И зимой, и летом. Не забывайте оставить в комментарии под этим видео, какое масло вы заливаете в свой двигатель. Если это дизельный мотор, пишите дизель. Заливаю такое-то масло, марка, вязкость и температурный режим. Если же это бензиновый двигатель, напишите тоже марка масла, вязкость и температурный режим. Думаю, данная информация будет очень полезна и интересна нашим зрителям. Также в комментариях я нашел еще несколько сообщений по поводу отметок на щупе. Кто-то пишет, что от минимума до максимума ровно 1 литр, а кто-то пишет, что у него от минимума до максимума ровно 2 литра. Напишите в комментариях, у кого сколько, потому что у меня на моем моторе ровно 1 литр. Еще один вопрос, который мы не раскрыли в предыдущем видео, это касательно допусков, которые стоит заливать в эти двигателя. LL01 либо LL04. Смотрите, если у нас есть сажевый фильтр DPF, то обязательно мы заливаем LL04. Если же у нас нет фильтра DPF, то не обязательно заливать 0,4, можно заливать 0,1 допуск. LL01 заливать в автомобиле, в которых есть сажевый фильтр DPF, нельзя. А LL04 можно заливать как с DPF, так и без DPF. LL01 у нас идет как полнозольное масло, и LL04 у нас идет как среднезольное масло. Полнозольное масло, такое как LL01, маркируется как А1B1, А3B3, А3B4, А5B5. Такие масла могут отрицательно оказывать влияние на фильтр DPF. Хочу добавить, что DPF это у нас часть системы дожига выхлопных газов ИГР. Зольность полнозольных масел составляет 1,1% от общей массы. Такие жидкости не рекомендуется использовать в моторах, в которых есть экологическая система Евро 4, Евро 5 и Евро 6. Касательно среднезольного масла LL04, используется в моторах, оборудованных турбонаддувом, таких как у нас М57 мотор. Зольность среднезольных масел 0,6-0,9%. Еще раз повторюсь, среднезольное масло, такое как LL04, предусмотрено для использования в автомобилях с DPF. Группы. Достаточно часто люди стоят перед выбором, какой масляный фильтр лучше по качеству. Интересуются, какой воздушный фильтр более совместим по размерам и хорошо устанавливается в посадочное место корпуса фильтра, без зазоров. Какой из лицензионных вариантов топливных фильтров самые качественные и на каком салонном фильтре остановить свой выбор. Я сделал небольшую подборку с каталожными номерами фильтров
фильтров для BMW X5 E53 кузов, дизельный мотор М57. Выделил самые качественные и проверенные варианты производителей фильтров. В этом видео оставлю оригинальные и лицензионные номера фильтров. Иллюстрацию также буду добавлять для наглядности. Начнем с масляного фильтра. Оригинальный номер фильтра. Как и говорил ранее в своих видео, устанавливаю масляные фильтра по производителю Bosch номер, либо Мале под номером. Последний вариант более дорогой и более качественный. Перейдем к воздушным фильтрам. Сразу оставлю номер оригинального воздушного фильтра для двигателя. Лицензионные варианты воздушных фильтров для двигателя. Более бюджетный вариант это VIX номер. Средний вариант цена-качество это фильтр Bosch под номером. И более качественный фильтр из сегмента подороже это у нас Мале. И MAN под номером. Салонный фильтр, оригинальный номер без угля и оригинальный номер с активированным углем. Лицензионные варианты салонных фильтров, на которые стоит обратить внимание. Более дешевый вариант это у нас Denso, номер фильтра без активированного угля и с активированным углем. Среднее ценовое образование MAN, без угля под номером и с углем под номером. И один из дорогих, но качественных вариантов фильтров это у нас Мале, номер фильтра по Мале без угля и номер фильтра с активированным углем. Также у Мале есть вариант антибактериального салонного фильтра, он есть самый дорогой из всех представленных вариантов выше. Номер антибактериального фильтра салона и относительно топливных фильтров, оригинальный номер фильтра. Лицензионные варианты. Более бюджетный вариант фильтра по Bosch под номером, среднее ценовое образование MAN под номером и из сегмента самого дорогого варианта топливного фильтра это у нас Мале, номер по Мале. Все вышеперечисленные варианты фильтрующих элементов для дизельной версии BMW X5 E53 кузов я проверил на своем автомобиле за период эксплуатации 12 лет. Любым из этих вариантов был доволен. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений относительно цена бренд, цена качество. Сказать, какое масло я заливаю в коробку автомат на своем BMW X5 E53 кузов, 3-литровый дизель, передний и задний дифференциал и раздаточную коробку. У меня раздаточная коробка ATS 500. Сразу хочу вас попросить, напишите, какое масло заливаете в коробку вы. Поскольку на эти автомобили устанавливалось несколько видов коробок автомат, пишите: у меня коробка ZF, заливаю такое масло, у меня коробка GM, заливаю такое масло. Либо, если раздаточная коробка, пишите: у меня ATS 500, заливаю такое масло и так далее. Также добавьте в комментарии, какая у вас периодичность замены масла в коробке. У меня периодичность замены 40 тысяч километров. Я думаю, что зрителям канала будет максимально интересно почитать комментарии и узнать, с какой периодичностью кто меняет масло. Оставьте комментарий, не забудьте, буду вам признателен. При замене масла в КПП меняю масляный фильтр, беру его комплектом, либо по оригиналу, либо сваг. Номера по оригиналу оставлю в описании, по свагу тоже оставлю в описании, можете найти под этим видео. Вместе с комплектом я меняю уплотнительное кольцо, в комплект входит фильтр и прокладка поддона. Если брать по комплекту сваг, то прокладка поддона один в один, как оригинал. Фильтр тоже соответствует, становится идеально. Если нужна отдельно прокладка поддона, номер ее можно найти тоже в описании под этим видео, оставлю оригинальный номер. Касательно масла в КПП. Заливаю Матюль АТФ, номерочек. При замене с фильтром заходит в систему ровно 7 литров. На всякий случай я ставлю оригинальный номер масла. Кроситься он будет, скорее всего, на масло ZF. Давайте перейдем к раздаточной коробке. Масло в раздатку я заливаю DTF1. Масло полностью совместимо с раздаточными коробками ATS 500. Оригинальный номер масла. И добавлю короткий номер по Матюль. Это у нас идет Матюль Multi DCTF. Класс вязкости 75W. По объему ровно 1 литр на замену. И какое масло заливаю в передний дифференциал. В передний дифференциал заливаю масло Castrol 75W90. Как альтернатива более дорогой аналог для дифференциала с повышенным трением, это у нас 75W140. Межсервисный интервал можно увеличить при использовании масла 75W140. Как альтернативный вариант по другому производителю, это у нас Матюль GR300 75W90. Покупаю на 2 дифференциала ровно 3 литра. Передний дифференциал заходит до 1 литра, у меня ровно 800 грамм. Уровень масла до нижней кромки сальника полуоси. Задний дифференциал 1,4 литра. Надеюсь, данная информация будет полезна нашим зрителям. Напишите в комментарии, какое масло заливаете вы, коробку, раздаточную коробку и дифференциалы. Еще раз спасибо. До встречи на канале.